Всем привет! Это опять программа «Смак». И я по-прежнему Андрей Макаревич. В гостях у меня сегодня очаровательная актриса и режиссер Ян Гэ. Будем сегодня огурцы бить. Верно? Да. Здравствуйте. Привет. Нужно обниматься. Хотя это не по-китайскому. Китайскому жмет руку, а перед женщинами вообще мы здороваемся вот так. И говорят «нихао, нихао». Нихао, нихао. Да. Сегодня мы будем готовить битый огурец. Если бы ты знала, как я люблю настоящую китайскую еду. Вот, сегодня мы будем настоящую. У нас такой по-китайски аскетичный стол. На нем нет ничего, кроме специй. И, собственно, исходного продукта – огурца. Да, на самом деле это не сложно, но из-за того, что это все люди любят очень, все мои русские друзья, все любят это блюдо, я решила всем показать, что… Потому что под него водочка вот так идет просто. Да? Да. А, кстати, меня до сих пор не научили, как пить водку. Ой, мы сейчас этим займемся. Да? Да. Значит, меня научат делать битый огурец, а я за это научу пить водку. Все, вопрос. Как вы думаете, как мы пьем вообще огурец? Бьем? Как вы думаете, как мы пьем? Ну, я думал, что берется молоток. Нет. На самом Верно. деле китайский пьет. Сечкой? Китайский пьет. Не пугай меня. Кью-бью у нас тут просто. Это доска, да? Нет, пока это стол, но сейчас будет доска. Вот, У например, нас всегда такие ножи в Китае. Мы не используем почти вот такие ножом. У нас китайский, но больше, еще пошире. да, и Прямо- тяжелее, да, это да. правда. У меня дома есть, я просто не привез. Смотри, битый огурец, то есть на самом деле реально мы его бьем. Значит, по-настоящему правильно пить должны держать их хвостиком. Еще можно вам скажу, что Так. как убрать, бывает невкусные огурчики, он очень горький. Чтобы убрать горький, нужно резать их где-то в жопке и делать так. Сейчас. Зачем? Смотри, корки выходят. То есть это корень, типа, как это называется, что неприятное... Горечь. Горечь вот Что, тут. серьезно? Да, горечь выходит. Смотрите. Фига себе. То есть если чтобы так, тогда вообще не будет, не будет горечи. Вот пошли китайские секреты, между прочим. Да, вот. Так, Все для вас. спасибо, родная. Вот начнем пить. Нужно все силой, ненавистью. Когда у вас плохой день был, может приготовить соленый огурец, китайский огурец. Блин. Нет, не надо так пить. как Нет, я. хорошо, мне понравилось. Я умею готовить не по правилам. Отлично. Это должно типа энергично, сексуально. Бей, И- сексуально бей. Вот. Так, И кусочками просто режем. Есть ли у нас миску? конечно. Миску не для собаки, а для человечек. А, кстати, можно я скажу вам всем? Все обижаются, китайцы говорят, что мы едим собаку. Это неправда. Корейцы едят собаку. Это правда. Да. То есть и также китайцы едят собаку, это те людей, которые есть, как это называется, как корейский корень или корейской национальности в Китае, они едят собаку. Поэтому не обижайте меня и нас, что я не ем собаку. Но я ела змею. Ну, змею и я ел. Мне интересно, что как попробовать это будет. Хорошо. А это тоже ничего так. А давай это попробуем. Всю ненависть к мужчинам. Вот этот удар вообще, да? Вот такой. Так, если кто-то будет меня обижать, знаете, как это в итоге выходит? Вот так. Я обычно так готовлю. Из-за этого меня мама никогда не говорит, что чтобы я приготовила. Только для вас. Я так редко готовлю еду. Только для вас. А что ты сейчас с китайской кухней умеешь делать? Все, наверное. Много всего на самом деле, но большинство нет времени. И я люблю есть тоже европейскую кухню. Я не люблю убираться. Я могу готовить, но не люблю убираться. То есть В этом мы очень похожи. После чего? Это достаточно, как вы думаете? Я не знаю. Ну, скажем, нам двоим-то да. Ну, вы хотите? давай еще один раздолбаем. Для ужаса.
Вот это мне. Дай только А вы его. хотите? Давайте вы. Да, смотри, значит, я знаю, что, во-первых, надо сначала отрезать попку, Да, потом сделать вот так. да. Тут мантры не надо читать при этом, нет? Молитвы какие-то. Это не китайская мантра. Это вы как ненавидите женщину, тоже так пьете? У женщин таких штук нет, поэтому женщин я нежно люблю, понимаешь? Хорошо. Вот. И теперь вот то, что не разбилось, еще вот так немножко, да? Вот. Да, и кусочками. Ну, смотри, я, в общем, Вообще, Вполне. китайцы. да. И туда. Да. Я могу вам показать такой чай. Такой чай, как шарик. И там написано «сяо циньбо». Это означает «сяо» – маленький, «цинь» – бирюзовый цвет, «ган» – «сяо циньган», «на сяо циньбо». «Сяо циньган» – это цитрус. То есть, скорее всего, тут какой-то цитрус. Или ромашка, Да или я считал, что что-то это еще. лотос. Нет, не лотосный. Нет. Вот, вы видите? Я же сказала цитрус. Видите, вот тут маленький мандаринчик. Это мандаринчик. Да, А внутри чай. да. Клади. Так. И можно вам скажу, как мы вообще чистим чеснок? А я знаю, как учить чеснок. Вы тоже этой своей сечкой вот так распридавливаете. Да, но это насколько удобно, мы тоже не используем, ну, мы можем просто так почистить. Еще бывает так, что маленький, если вам требуется очень много чеснока, мы открыем, ну, чтобы он был отдельно зубики, и контейнеры положим, и будем шейк. Трясть. Да, трясти вот так. Трясти. И тогда можно они просто чисто чиститься. Потому что я ненавижу просто это Понимаю. заниматься. Что мы пьем? А может быть, его просто это... Обрезаем. Нет, вот так раздавить, нет? Хорошо, мы раздавим. Вот. Вот. Это очень по-китайски. Я видел. Чтобы не вонять, мама сказала, что если этой штучкой вытаскивать, как это называется? Стебелек. Стебек. Новые слова, спасибо. Я никогда не знала, что это как это называется по-русски. 10 лет живу в России. Вот. Уберем это, может не будет очень вонять. Если очень воняем, можно пить молоко. Вот так скажем. Если не хочешь вонять, не надо есть чеснок, знаешь? Сейчас мы будем вместе. Вонять. Да. Вот это признание любви. Мне так нравится. Не то, что я тебя люблю, я буду тебя любить вечно. Давайте просто вместе повоняем. Это классно. Чесночком. Да, очень романтично. Я бы могла стать... Я думаю, что если я бы не стала актрисой, не стала бы певицей или режиссером, я бы стала поваром. Чеснок наверху. Значит, нам нужно маленький сковородку. Наливаем масло. Вообще мы изборем арахисово. Но подсолнечное больше легко в России достается. Можем немножко кунжутного добавить для аромата. Нет, сейчас я скажу. Не надо, да? Стоп. Вон кунжут у нас есть настоящий. Супер. Сейчас мы это... О, у вас есть красный перец? Ну, а как ты думала? Это супер, потому что красный перец... Розовый, это, да. Да, это то, что надо. Мы можем несколько разных добавим. Можно 2 черные тоже. Это жгучий, Да, типа чили. да, чуть-чуть. Это черненький. Да, на всякий случай. Все. Ах, как я это понимаю, как я это понимаю. То, чтобы он... Запашок пошел, да. Да. Ну, чтобы он было горячее. Потом мы, типа, волшебство покажу. Это самое первое. А как мы проверяем огонь? Я тебе расскажу. Я однажды в Китае, в одном древнем городе, сидел на рынке и смотрел, как в Большом Воке китаец готовит рыночную еду. Знаешь, он как проверял температуру масла? Клянусь тебе, кипящего масла. Я глазам не мог поверить. Вот, видите, тут есть уже свет. Уже мы слышим, как они... Это чтобы масло был аромат. Дальше. Он уже горячий, мы видим дым. Верно? Мы видим дым. от него. Верно? Дальше смотрим сюда, на чеснока. Ага. Вот. Все это... наоборот, мы ошпариваем маслом чеснок. Да, это тайна, чтобы
классные вещи, которые от чеснока вышла, нужна горячая температура. Поэтому он будет реально еще полезный и вкусный. Дальше мы кладем соевый соус. Где соевый соус? Холодильник? Мне так неудобно. Что это? Очень даже удобно. Как вы прям как... Это рыбный, нет, подожди. Вот, хорошо. Все. Тут еще у нас устричные. Уксусы всякие есть. Рыбный есть, фиш-соус, да. Есть устричные еще? И устричные есть наверняка, да. Вау. Так. Пошло дело. Я не знаю, просто это долго и богато, я понимаю, что у нас еще устричный соус вообще. Так, мы добавим. Это на самом деле я всегда на глаз добавляю, а если ложку, как называется, это не столовая или столовая? Столовая ложечка. 1 ложка не хватает. В принципе, соевый соус, он уже солененький, уже зависит, как вам нравится. А соль мы не сыпали, да? Нет, мы пока не сыпали, потому что мне кажется... Может быть, хватит, да? Ну да. И уксус. У нас есть... кстати, посмотри. Там есть виноградный. Есть рисовый даже. Вау, где он? Вау. Все есть. Прям есть все. Мы готовились к приходу наших китайских друзей. Ого-го. Да. Не Видите? хухры-мухры. Ой. Значит, кунжутовое масло. Это для аромата. При этом мы не добавляем очень много. Чуть-чуть. Оно совсем. сильное очень. Да, чуть-чуть, прям Да. 2-3 капли. Да. Теперь можно перемешивать. У нас есть сахара. Сахар? Ой. Насмотрятся всяких глупостей, да. Ну, еще раз. Ну, чуть-чуть. Потому что я знаю, что европейцы больше любят чуть-чуть послаще. Но это на самом деле они дают сладость. Простите, я не могу баловаться. А у нас есть чили? Ну, а может быть, злой, смотри. Я люблю острое, правда, но... Я люблю одор острое. Надо тоненькие. Как настоящий шеф. Вот у нас знатная закуска сейчас будет, а? Угу. Мне кажется, просто чтобы красиво, иначе кто-то... Это правда. Красное с зеленым это всегда красиво. Пью. А мне нормально, может быть, вам остро. Осторожно, осторожно. Я очень острый. Просто я китаянка. Ты знаешь, чем спасаются от ожога чили? Помидором. Вот. Чтобы было красиво. Красиво и кунжут. Нифига себе она хватанула. Слушай, зауважал я тебя. Прям. Да. Офигеть. Думаю, тоже так посыпем. Просто вот все шефы просто так готовят, чтобы было, не знаю, очень грязно в итоге на столе. И как и я. Да? Да. 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 Давайте вы будете это есть, а я буду это есть. Не могу на это смотреть. Это я, который обожает острое вообще. Хорошо. Так, все. Вроде все. Хотите сейчас минутное обучение, как использовать китайские палочки? А мы умеем, знаешь. Смотрите. Я нашел. Должна так держать палки, нижние, где здесь, большое, если и безименные пальцы мы давим, то есть тут сил туда давим, а безименно туда давим, держим, и он вообще не двигается. Искусство заключается, знаете, в чем? Если вы можете взять одну рисинку, значит, вы владеете палочками. Вот, а верхняя двигается. Ходит. Верхнюю мы держим над тремя. Во! Ну да, ну как, естественно. Класс. Можно попробовать? Да, можно. Как вкусно. Нормально, нет? Это не вкусно. Хорошо. Давайте, можно я спою китайскую оперу? Конечно. Да, можно оперу. Потом мы споем русскую песню с вашими хитами. Хочу русскую с вами спеть. Давай. И это будет честь. Сейчас я пою китайскую. Так.
家的表述，数不清没有大事不登门。虽说是亲眷又不相认，可他比亲眷还要亲。爹爹和奶奶情深换情人，这里的奥妙我也能猜出几分。他们和弟弟都一样，都有一颗红亮的心。Сокращенный перевод. 35 лет я ждала в долине, когда мой принц придет из-за гор. Я готовила для него битые огурцы, а он все не шел и не шел. И вот однажды, когда взошло солнце, я увидела силуэт его на белом коне. И он подъезжал ближе и ближе. Его звали Андрей. Ровно. Точно, да? Браво. Спасибо, родная. Так и Ты было. потрясающе поешь, танцуешь, честно тебе скажу. А что ты можешь спеть по-русски? Мне нравится, что вы больны мной. Ух ты. Мне нравится, что вы больны мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Офигеть. Ангел мой, я весь ваш. А вы тоже наши? Или... Хорошо. Всем спасибо. Всем спасибо. Теперь я тебя буду учить. Да. Значит так. Водка в России – это исконно древний и традиционный напиток. Господи. Употребляется он из небольших стопариков, которые называются шкаликами, мерзавчиками, рюмочками, стопочками, как угодно. Почему я достал 3? Потому что издревле или издревле на Руси принято пить втроем. Это сложилось в советское время, так как бутылка очень хорошо делилась на троих, и все сдавали по рублю. Получалось как раз вот ровненько. Удобно. Традиция сохранилась. Нас с тобой пока 2. Но мы можем позвать... Я знаю, что здесь за дверью присутствует твоя отличная подруга. Давайте начнем. Да. И тоже актриса. Да. И тоже классная. Да. И зовут ее... Аня Цуканова-Кот. Аня Цуканова-Кот. Кот! 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 Да-да. На самом деле, Аня пришла, чтобы участвовать в следующей программе. Но я с изумлением увидел, что они, оказывается, подруги. Я подумал, что же я их буду искусственным образом разлучать. Да. Значит, сейчас будет происходить сеанс Так. обучения Так. нашей китайской девушки питью водки. Тебя-то, как я понимаю, учить не надо, верно? Да, не надо, да? Я рад. Я не буду пить. Хорошо. Меня папа, ваш друг, кстати, Михаил Горевой, Так, учил отказывать мужчинам, уметь отказывать мужчинам. во всем? Вы, значит, предлагаете мне Дело в том, огурцы с что водкой. это битые китайские огурцы. А вы знаете, вы не помните, как вы меня... Я была кормящей матерью, пришла на день рождения Леонида Агутина, и собиралась уходить, и вы мне сказали, что 50 грамм коньяку вообще не повредят кормящей матери. И я сломал твою жизнь, да? И вы мне, значит, все протягивали, но я тогда тоже вам смогла сказать нет.
Поэтому сегодня я говорю нет, но с радостью попробую ваших огурцов. Плохой учитель. Вообще, да. Плохой учитель. Значит так, считай, что она ничего не говорила. Хорошо. Забудь на нее про Я время. ухожу? Нет, можешь постоять пока. Просто смотри. Потому что вся концепция была просто Вот не стоит разрублена прогибаться сейчас. под изменчивый мир, как вы там ваши песни Не надо поются. умничать, не надо. Пусть лучше он... Значит, что важно? Давайте объясню. Водка должна быть хорошей. А Иначе- как различать хороший и плохой? Только опыт, личный опыт. Не всегда самая дорогая водка – это самая хорошая. Далеко не всегда. Но как- самую дешевую покупать тоже не рекомендую. Вот эта водка архангельская очень неплохая Могу помочь и вам бюджетная. Так, Как, знаете, я Аня? понюхаю, я скажу вам, хорошая или нехорошая вот. Ну как ты можешь знать? Я не знаю, я интуитивно. Ну как интуитивно? Я не знаю, но если вы ее уже достали, наверное, у вас уже был какой-то план, и вы его придерживались. Никакого плана не было. Значит так. Дальше наливается небольшое количество. Вот на небольшой глоточек. Да, вот так, да? Ага. Вот, смотри. Мне сказали, что от простуды вообще водка помогает. Она жить помогает. А, А у нас она помогает не только жить, но и выживать. Это гораздо важнее, понимаешь? Вот. Просто так ее хлестать безнравственно. Нужно обязательно что-то пожелать. Или всему человечеству, или тому человеку, с которым ты выпиваешь. Вот я теперь, например, тебе желаю большой человеческой удачи, радости в жизни и постоянного успеха. Вот такой вот нихао. хорошо, спасибо. А я хотела вам пожелать здоровья и безграничной радости. Спасибо, прекрасно. Теперь надо взять в одну рюмку, а в другую рюмку, значит, уже сразу вот заготовиться каким-то кусочком. Да, я большой воды. Вот. На полувыдохе просто ее легко проглотить и закусить этим. Смотри. Значит так, Да. выдох или вдох? Вдох, полувыдох и чуть-чуть. Так, подожди, можно перевести? Вдох, Не кали ее, подожди. Вдох. А, хорошо. Действительно, что-то пей сейчас. Как будто в Гоголь-центре не работал. Действительно. Вот. Прекрасно. Ага. По-моему, она входит во вкус. Ань, попробуй. Давайте я попробую. Да, вот это можно. Так, общей ложкой, да, мы все едим? Да, тебе можно общей ложкой, раз ты не С пьешь. соусом чуть-чуть. С Соусом. да. Но вообще это очень вкусно. Я сегодня же попробую повторить, потому что это круто. Очень вкусно, реально. Да. И под это можно много-много выпить. И станешь только лучше, добрее и счастливее. Дорогая Г, Ага. в знак нашей грядущей дружбы я хочу тебе подарить фартук, в котором примерно 27 лет велась программа «Смак» на советском, а потом российском телевидении. Спасибо. Вот. Тебе пригодится, потому что ты же любишь готовить, верно? Да, я буду всегда о вас думать, когда готовлю. И плакать. Не надо, надо пить и радоваться. Пить и радоваться. Запомните этот лозунг, господа. Мы прощаемся с вами. И удачи вам, и радости. Да, жру с Янге.